Всем привет, друзья, с вами Оля. Ем эти вкусняшки и худею, с высоким содержанием белка, без муки и с минимальным количеством сахара. По желанию вместо сахара можно добавить сахарозаменитель. Все рецепты проверенные, рабочие, вкусные, смело готовьте. Пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала приготовим невероятно вкусные творожные ватрушки без пшеничной муки. Этот рецепт моя любовь. Они настолько вкусные, что понравятся всем без исключения. Их можно запекать в духовке или аэрогриле и готовить вместо сырников. Я скажу больше, они вкуснее сырников. Для начала берем упаковку творога жирностью 5 или 9%, весом 350 грамм. Или можно взять 2 упаковки в прямоугольных пачках, они по 180 грамм. 300 грамм творога высыпаем в миску. 50 грамм я отложила для начинки. Это примерно 2 столовые ложки без горки. Добавляем 1 среднее яйцо. Второе яйцо разделяем на белок и желток. В тесто добавляем белок. Желток понадобится для начинки. Далее всыпаем 2 столовые ложки сахара. Это примерно 40-50 грамм. Или сахарозаменитель по вкусу. Для баланса вкуса всыпаем щепотку соли. Для приятного аромата добавляем щепотку ванилина или 1 чайную ложку ванильного сахара. Если творог домашний, жирненький или однородный без крупинок, тогда продукты можно просто перемешать вилкой. Но так как у меня творог покупной, жирностью 5,5%, у него есть большие крупинки, которые вилкой не размять. Поэтому перебиваю продукты погружным блендером до более-менее однородной консистенции. Если у вас нету погружного блендера, но творог такой, как у меня, можете просто перемешать вилкой. Просто в тесте будут чувствоваться комочки творога. Это не критично. Также, если у вас есть в продаже творог в прямоугольных пачках, удобнее купить его. Он более однородный, и этот творог можно не измельчать. Соответственно, у вас уйдет 300 грамм на тесто и 60 грамм в начинку. Далее всыпаем 80 грамм рисовой муки или такое же количество овсяной муки. Сразу же всыпаем половину чайной ложки разрыхлителя. Если хотите добавить пшеничную муку, то ее уйдет немножко больше, примерно 100 грамм. Замешиваем тесто ложкой. Также забыла сказать, что вместо пшеничной муки можно добавить такое же количество кукурузной муки. В общем, друзья, добавляйте ту муку, которую считаете нужной. Оно получается очень мягким и по консистенции напоминает тесто на сырники. Далее противень от духовки сбрызгиваем водой и застилаем антипригарным пергаментом. У меня противень небольшой, размером 27 на 35 сантиметров, но подходит любой от вашей духовки. Творожное тесто визуально делим на 6 частей. Берем одну часть теста и влажными руками катаем шарик. Сделать это несложно, но объективно тесто к рукам может прилипнуть. По желанию можете добавить муки побольше, 100-120 грамм, если вам неудобно работать с таким тестом. Но предупреждаю, такое тесто после выпечки будет поплотнее. Также хочу уточнить, количество муки в небольших пределах может отличаться. На это влияет жирность и влажность творога. Ориентируйтесь на консистенцию теста. Далее есть несколько способов формирования заготовок. Итак, берем стакан, окунаем его в воде и делаем с помощью стакана углубление. Так как у меня тесто липкое, стакан прилипает. Если у вас тесто менее липкое, тогда все получится. Тут нужно пробовать. Если вы не боитесь лишних калорий, стакан можно окунуть в растительное или растопленное сливочное масло. Благодаря маслу ничего не будет прилипать. Поскольку я добавила рисовую муку, края ватрушек трескаются. Их мы просто поправляем влажными руками. Бачки заготовок смазываем отложенным желтком. С порции продуктов получилось 6 заготовок диаметром 9 см, с серединкой диаметром 6 см. Для начинки в миске соединяем 130 грамм сметаны, у меня жирностью 15%. Добавляем к ней 50 грамм творога, остатки желтка и 1 столовую ложку сахара либо сахарной пудры. Можно сахарозаменитель по вкусу. Для приятного аромата добавляем щепотку ванилина или ванильный сахар. Так как творог у меня с крупинками, перебиваю продукты блендером.
Начинка получилась жидкой. Мне прям стало страшно, а не вытечет ли она из теста. Поэтому добавляю 1 чайную ложку кукурузного крахмала, можно картофельного. Выкладываем начинку в углубление. Я готовлю эти творожные ватрушки впервые, и вся начинка у меня не поместилась. Осталось чуть меньше половины. Сверху на начинку выкладываем свежие или замороженные ягоды либо фрукты. Замороженные ягоды выкладываем не размораживая. Выпекаем творожные ватрушки в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут до легкой золотистости. Режим вверх-вниз без конвекции. Спустя время вот что получилось. Ничего не растеклось, и ватрушки очень аппетитно выглядят. Сразу же покажу, какие они с обратной стороны. Тесто мягкое, нежное, на сырники не похоже. По вкусу это именно творожное тесто. С начинкой и ягодами сочетается на 100%. В целом ватрушки получились умеренно сладкими и очень вкусными. Если любите средние по сладости десерты, добавляйте сахара чуть больше. Нам эти ватрушки настолько понравились, что я их испекла еще несколько раз. Первую партию мы съели молниеносно, захотелось еще. В этот раз формирую углубление в творожном тесте просто влажной ложкой. При необходимости поправляю руками. Корзинки делаю поглубже, чтобы поместилась вся начинка. Если вам интересны полезные рецепты, то нам по пути. Я часто их готовлю и выкладываю в своем телеграм-канале, а также честно рассказываю, вкусно или не очень. Также у меня много безглютеновых рецептов, которых нету на ютубе. Всех их я публикую в своем телеграме. Переходите, ссылка будет в описании. В итоге у меня получилось 6 заготовок диаметром 10 см с углублением диаметром 7 см. Аналогично края смазываю желтком. Для начинки во второй раз беру 20% густую сметану. Точно так же добавляю к ней 50 грамм творога, желток и 1 столовую ложку сахара, а также щепотку ванилина. Перебиваю продукты погружным блендером. Крахмал уже не добавляла. По желанию вместо сметаны с творогом можно использовать такое же количество. Это примерно 180 или 200 грамм пастообразного творога. Также, если у вас нету блендера, можно начинку не измельчать. Будут небольшие крупинки творога после выпечки, но это не критично. Вот какой по густоте получилась начинка. Заполняю ею заготовки. Теперь все поместилось. Аналогично украшаем ягодами или фруктами. Можно добавить орешки, либо готовую вишневую или яблочную начинку. В общем, то, что есть у вас. Выпекаем ватрушки аналогично 25 минут при температуре 180 градусов Цельсия. За счет большого количества начинки ватрушки получились попышнее. Что я хочу сказать? Тесто очень мягкое, нежное, вкусное. Мне оно понравилось. Я прям в восторге от этого рецепта. По желанию сверху ватрушки присыпаем пудрой. Тогда они будут послаще. Размер ватрушки как ладошка, и это очень удобно. Также хочу отметить, что эти ватрушки очень нежные, и они прям тают во рту. Съедаешь одну штучку и не заметил, как она исчезла. Особенно эти ватрушки понравились моему ребенку. Наверное, по моему лицу видно, что ватрушки вкусные. Преимущество этого рецепта в том, что он несложный. Времени на приготовление ватрушек много не понадобится. Буквально за 15 минут вы все подготовите, а потом будете выпекать ватрушки. Кроме этого, десерт полезный, с большим количеством творога. Эти ватрушки можно испечь с любой мукой по вашему желанию. Что важно, данные ватрушки вкусные как в теплом виде, так и после остывания, а также они не дубеют после холодильника. На следующий день мы достали их с холодильника и с удовольствием съели, не разогревая. Буквально через несколько дней я приготовила эти вкуснейшие ватрушки еще раз, но уже с густым йогуртом вместо сметаны. Получилось очень вкусно, ничем не хуже. В общем, друзья, беру этот рецепт себе в копилочку и буду пользоваться им постоянно. С начинкой вы можете экспериментировать. Использовать только йогурт без творога или использовать мягкий творожок.
можете его адаптировать под свои вкусы. В общем, друзья, расхвалила я вам эти ватрушки, надеюсь, они вам также очень понравятся. Следующим приготовим пирожное для похудения, без муки, сахара и масла. Понадобятся бананы, овсянка и какао. Учитывая список продуктов, получается неплохо, и многим этот рецепт понравится. В миску высыпаем 120 грамм овсяных хлопьев. Это 1 стакан объемом 250 мл. У меня хлопья длительного приготовления, то есть на упаковке указано, что их нужно варить. Добавляем к хлопьям 1 стакан, это 250 мл горячего, можно прям кипящего молока. Продукты перемешиваем и оставляем овсянку набухать на 10 минут. Далее берем 2 средних банана. Нужны спелые или даже переспелые бананы с темной кожурой. Такие бананы намного мягче и слаще. Удаляем кожуру. Вес без кожуры 200 грамм. Разминаем бананы вилкой в пюре. Перекладываем в миску. Добавляем 2 яйца и щепотку соли. Перемешиваем венчиком, чтобы объединить продукты. Далее добавляем 30 грамм какао, это 3 столовые ложки. Всыпаем 5 грамм разрыхлителя, это 1 чайная ложка. Продукты перемешиваем. Ненадолго миску откладываем. Возвращаемся к хлопьям. Они набухли, но еще часть молока осталась. В источнике масса погуще. Исходя из этого, я делаю вывод, что в источнике автор использовал хлопья быстрого приготовления. Ну а выберите те, которые есть у вас. Подходят любые. Добавляем хлопья вместе с оставшимся молоком в шоколадно-банановую массу. Перемешиваем. Вот каким получилось тесто. 30 грамм заранее подсушенных грецких орехов нарезаем на небольшие кусочки. Форму 22 на 16 сантиметров смазываем сливочным маслом. Заранее скажу, дно застелите антипригарным пергаментом. Далее вы увидите, почему это нужно. Выливаем тесто. Разравниваем. Сверху посыпаем орехами. Выпекаем пирог в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. На выходе она сухая. Чтобы достать пирог, по краям проходимся ножом, а затем поддеваем лопаткой. Сверху ставим доску и переворачиваем. В этот момент я подумала, почему я не застелила дно пергаментом. В источнике его не было, и я не придала этому значения. Вам показываю все как есть, чтобы вы не повторяли моих ошибок. Ну а теперь исправим то, что получилось. В принципе, практически не видно. Накрываю пирог тарелкой и переворачиваю. Даем остыть ему до комнатной температуры. Для глазури берем 70 грамм черного шоколада. Добавляем 35 мл молока. Это примерно 2 столовые ложки. Продукты растапливаем на паровой бане или в микроволновке. Глазурь перекладываем в кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет. Можно даже просто ложкой полить. Украшаем десерт. В итоге получается насыщенно шоколадный диетический десерт весом примерно 800 грамм. Разрезаем его на кусочки. Пробуем. Во-первых, десерт имеет насыщенный шоколадный вкус. Что касается теста, оно хорошо пропеклось. Тесто мягкое, среднее по сочности, не резиновое и не дубовое. Овсянка имеет четкую структуру, но она мягкая и полностью готова. В целом основа десерта практически не сладкая. Банан ощущается, но совсем-совсем отдаленно. Также есть легкая горчинка от какао. В данном случае глазурь сверху улучшает десерт. Она делает его в меру сладким и более богатым по вкусу. Я бы сказала так, без глазури мне было бы сложно есть этот пирог, из-за того, что он практически не сладкий. Но с добавлением глазури этот десерт отдаленно напоминает шоколадное брауни. В таком формате получается вкусно. У меня даже ребенок ел этот пирог с удовольствием, а в сочетании с молоком вообще получилось очень вкусно.
Поэтому рецепт имеет право на жизнь. Что немаловажно, его очень просто готовить. Если любите такие десерты, смело пробуйте. Последний приготовим полезную королевскую ватрушку без муки и большого количества масла. Получается очень вкусно. Я этот рецепт готовлю для своей семьи на постоянной основе. И вам советую его попробовать. Для начала нам понадобится 200 грамм овсяных хлопьев. У меня они крупные, длительной варки, но, как я понимаю, подходят любые. Единственное, в зависимости от хлопьев будет разная консистенция готового теста. Хлопья заливаем молоком любой жирности. Понадобится 250 мл молока. Оно холодное, у меня прям из холодильника. Перемешиваем. Откладываем на 15 минут, чтобы хлопья набухли. Тем временем приготовим начинку. Для нее нам понадобится 500 грамм творога жирностью 5-9% или домашнего творога. Как вы знаете, главное, чтобы творог не был сухим и резиновым. К творогу добавляем 2 яйца любого размера. У меня они средние. Вливаем 100 мл молока, это 5 столовых ложек. Всыпаем 60 грамм, это 3 столовые ложки сахара без горки. Вместо сахара можете добавить любой подсластитель, которым вы пользуетесь. Следующим добавляем 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара, либо щепотку ванилина. Для баланса вкуса всыпаем щепотку соли. Чтобы творожная масса держала форму, добавляем 30 грамм кукурузного крахмала. Это 1 столовая ложка с большой горкой. Последний натираем цедру одного среднего лимона. Натираем только верхнюю желтую часть, поскольку белая горчит. Забегая наперед, скажу, что лимон в этом рецепте придает изюминку готовому блюду и является важным ингредиентом. Конечно, если вы не любите лимон в выпечке, тогда можете его исключить, либо заменить на другой ароматизатор. Далее продукты измельчаем погружным блендером в однородную массу без крупинок. Уходит на это примерно 3-4 минуты. Вот что получается. Следующим доготовим тесто. Как вы видите, хлопья хорошо набухли. Добавляем к ним 2 яйца любого размера. У меня они средние. Всыпаем 60 грамм сахара. Это 3 столовые ложки без горки, либо другой подсластитель по вкусу. Для баланса вкуса добавляем щепотку соли. Чтобы тесто было пористым, добавляем 2 чайные ложки. Это 1 пакетик 10 грамм разрыхлителя. Смотрите на упаковку, чтобы разрыхлитель был без муки, если для вас это важно. Последним вливаем 30 грамм, это 2 столовые ложки рафинированного растительного масла. Перемешиваем. Вот каким необычным получается тесто. По желанию 30-50 грамм грецких орехов нарезаем средними кусочками. Далее нам понадобится форма для выпечки. У меня прямоугольная размером 24 на 16 сантиметров. К низу она немножко сужается. Вместо прямоугольной формы вы можете использовать круглую диаметром 23 или 24 сантиметра. Форму застилаем пергаментом. В одном из видео я показывала, как это удобно сделать. Ссылку оставлю в описании. Готовое тесто визуально делим на 2 части. Выкладываем половину теста. Распределяем по возможности ровным слоем. Далее небольшими порциями, закрывая все пробелы, выкладываем начинку. Это мы делаем для того, чтобы слои не объединились. Сверху выкладываем вторую половину теста. Делаем это также аккуратно, постепенно заполняя пустоты. По желанию сверху посыпаем тесто рубленными грецкими орехами, либо другими измельченными орешками. Также можно посыпать кокосовой стружкой или маком, например. Заранее скажу, орешки сверху после выпечки похрустывают и улучшают вкус пирога. Готовый пирог, по словам автора рецепта, выпекаем в заранее разогретой духовке, режим вверх-вниз без конвекции, 50-55 минут до готовности. Но у меня ситуация сложилась вообще другая. Спустя 40 минут выпечки я заглянула в духовку и увидела, что пирог прям интенсивно зарумянился. Честно говоря, я испугалась, что он подгорел. Сразу же достаю пирог из духовки, а затем из формы. Убираю пергамент.
Я не знаю, то ли в источнике время указано неправильно, то ли проблема в моей духовке. Обещаю разобраться с этим. Неужели пирог не пропекся внутри? Еще горячим я его разрезаю. И как вы видите, все нормально. Пирог хорошо держит форму и полностью пропекся. Поэтому выпекаем пирог при 180 градусов Цельсия 30-35 минут, а затем смотрим по своей духовке. Не могу утверждать точное время. Чтобы скрасить ситуацию, 30 грамм белого шоколада ставлю в кондитерский мешок, можно в обычный чистый полиэтиленовый пакет, и опускаю его в горячую воду. Периодически разминаю руками, чтобы шоколад полностью растаял. Важное условие: вода не должна попасть вовнутрь. Белым или молочным шоколадом украшаем пирог сверху. Вот такой аппетитный пирог без муки у нас получился, даже несмотря на то, что я его хорошо поджарила. Вес пирога 1 кг 370 грамм. У каждого вес будет немножко отличаться в зависимости от количества орехов и шоколада. Разрезать пирог на порционные кусочки несложно. Он только из духовки, и я его спокойно нарезаю. В разрезе мы видим тоненькое тесто и большое количество начинки. Овсяное тесто вкусное, оно не дубовое, не резиновое, а наоборот мягкое, полностью пропеченное и отдаленно напоминает песочное, но со вкусом овсянки. Творожная начинка вкусная, лимон делает ее более изысканной, орешки сверху похрустывают. И в целом запеченное тесто похрустывает и получается вкусно. Пирог слегка сладкий, поэтому шоколад сверху добавляет сладости и делает пирог более вкусным. На мой взгляд, шоколад сверху обязателен. Объективно получилось очень неплохо. Безусловно, овсянка чувствуется, но тесто из нее удачное. Не знаю, насколько этот пирог диетический, но данный рецепт рабочий. Кому понравился, пробуйте. Мы съели этот пирог с удовольствием. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Как всегда, прошу, поддержите это видео лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.